Всем привет! Если вы изучаете русский язык, это видео для вас. Сначала я буду говорить очень медленно и просто. Потом я буду говорить немного быстрее. И в конце видео я буду говорить так, как комфортно мне. Сколько минут этого видео вы поймете. Меня зовут Мария, я преподаю русский язык иностранцам. Сейчас я не в кафе, как это было в прошлом видео. Сейчас я на улице, как вы видите. И там была рыба, а ко мне идут утки. Боже мой, я думаю, я заняла их место. Я сейчас на их территории. Ну, ребят, ну чего вы? Ругаетесь, что ли, на меня? Вот здесь небольшой пруд. Пруд – это маленький водоем. Это не озеро, это гораздо меньше. И я здесь не одна. Здесь есть утки, утята, маленькие утки, черепахи, рыбы, птицы. Ну, в общем, мне здесь не скучно. Хочу поговорить с вами о мате. Что такое мат? Когда я была маленькой, когда я училась в школе, я уже не помню где, но я услышала такой миф, что если ты скажешь матерное слово, нецензурное слово, и рядом с тобой есть стакан воды, то молекулы воды в этом стакане изменятся. А если ты скажешь матерное слово, и рядом с тобой есть цветок или растение, то внутри этого цветка или растения клетки, молекулы тоже начнут меняться, как бы начнут болеть, страдать изнутри. Я не хотела, чтобы природа умирала, и поэтому я не использовала матерные слова. Когда я поступила в университет, я вдруг услышала, как мои профессора, мои преподаватели, умнейшие люди используют матерные слова. Ну, не на уроках, не на лекциях, конечно, да, но где-то там в кулуарах, в коридоре друг с другом. Мы начали читать неизданные стихи Пушкина, Маяковского, Лермонтова, Есенина, конечно. Я узнала о таком поэте, как Иван Барков. И я начала понимать, что язык не состоит из хороших и плохих слов. Все гораздо сложнее и интереснее. Like in the word мать. 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 Нет, Кэтрин, не мат, да, не мат, а мать. Твердый Т, мягкий Т. Мат, мать. Sorry, and are these words connected? No, they are connected, but they are different words. I have a question. I think I know one swearing word. You, Mat. Could you please spell it? No, Catherine, I couldn't. Catherine, next time, okay? Sorry, last time you said it will be next time. When is the next time? After you turn 18. Thank you, but I'm 30. Catherine, what's an intonation?
I'm sorry. Just curious. Тема эта очень большая, и действительно, к счастью или к сожалению, о таких темах не говорят в университете, не говорят на классических курсах русского языка. Но если вам все-таки интересно узнать побольше об этой теме, про этимологию, про основные матерные корни, что они значат в русском языке, про фишки словообразования, приглашаю вас на мастер-класс по русскому мату. Такому точно не научат в университете или в школе. Приходите. Мастер-класс для 18+, для тех, кому больше 18. Кстати, мне будет очень интересно, если вы напишите в комментариях, как вы относитесь к мату на вашем языке. И как вы относитесь к мату, когда вы изучаете другие иностранные языки? Я специалист, который работает с языком. И я отношусь к языку как к явлению, как к феномену, как к живому организму. И там есть разные части. Там есть возвышенный стиль, такие вот сложные слова. Там есть специальная терминология, которую можно найти только в специализированных словарях. А есть матерная лексика. Есть язык, есть русский язык, а есть культура речи. И культура речи – это то, какой выбор вы делаете в данной ситуации, в данную минуту. Чем богаче арсенал человека, чем больше инструментов, языковых инструментов в арсенале человека, тем более гибкой становится его культура речи. Но на самом деле, что бы я сейчас ни говорила, мат, матерные слова, нецензурная лексика – это все равно очень противоречивая тема, которая вызывает огромное количество несогласий и споров. И вот для меня это феномен. Для меня это феномен. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как это работает вот у вас в языке. Как носители вашего родного языка относятся к нецензурной, к матерной лексике. Почему я спрашиваю? Потому что в русском языке люди разных возрастов относятся к матерной лексике по-разному. Более старшее поколение менее терпимо к матерным словам. Более молодое поколение, для них матерные слова становятся уже вот инструментом ежедневной речи. И на самом деле сейчас язык интернета, русский язык интернета, он наполнен матом. Лингвисты даже бьют тревогу и говорят, что скоро матерный язык, русский матерный язык исчезнет. Не потому, что исчезнут слова, а потому что экспрессивность, эмоциональность матерного языка, вот эта исключительность, вот эта вот запретность, она стирается. Конечно же, эти слова очень эмоциональны. А там, где сильная эмоция, там, естественно, есть что? Стеснение, неловкость, стыд, непринятие этих сильных эмоций. И непринятие этих сильных эмоций в том числе из уст другого человека. Язык в целом может быть таким социальным фильтром, знаете, таким инструментом для разделения людей на классы. Язык в целом может позволять нам, носителям языка, как бы определять, откуда этот человек, какое у него образование плюс-минус, да, какой там бэкграунд и так далее. Язык в целом так устроен, так работает. Но матерная лексика – это вообще. Некоторые люди очень прочно скрепляют наличие мата в речи и необразованность, невоспитанность, какой-то низкий социальный статус. Для кого-то матерные слова – это никакой не инструмент снобизма там, и не предмет исследования, это просто результат привычки или результат непривычки. Да, вот либо человек привык слышать и, соответственно, использовать эти слова, либо он к этому не привык, и он их не использует. Но в любом случае, как бы то ни было, какие бы отношения у нас не были с матерной нецензурной лексикой, все равно эта тема всегда вызывает интерес. Всегда вызывает вот какой-то повышенный интерес.
создает какие-то неловкие ситуации. Вообще русский мат — это всемирно известный мат, скажем так. Да? То есть во всем мире знают, что русская матерная лексика очень богатая. И есть иностранцы, которые перенимают привычку из своего родного языка, например, не материться, и совершенно ставят крест на этой части русского языка. То есть они считают, ну нет, вот этот язык не для меня, даже не буду туда смотреть. А есть иностранцы, которым, наоборот, хочется узнать матерные русские слова в первую очередь. Не надо мне, пожалуйста, вот этот аккузатив и вот это все. Пожалуйста, мне список матерных слов. Матерные слова по всем вышеперечисленным причинам, из-за того, что они такие экспрессивные, вот такое это непростое явление в любом языке, с ними надо быть особенно осторожными. Если использовать матерное слово как-то немножечко не так, это может вызвать неловкость, это может звучать грубо или наоборот смешно, хотя вы хотели, чтобы это звучало грубо, например. И от одного матерного корня в русском языке можно образовать огромное количество производных новых слов, и каждый из них будет иметь какой-то свой смысл. Измени вот одну маленькую приставочку или вот этот маленький суффикс, и все. Посыл, смысл изменился на 180 градусов. Русский мат — это огромная тема. Там можно говорить и про этимологию, и про основные русские матерные корни, что именно они значат, про фишки словообразования, про эмоциональные нюансы, про культурный контекст. И если вам это все интересно, а также интересно узнать, какие матерные слова использую я, а я пользуюсь инструментами словообразования. Короче, если вам все это интересно, я вас приглашаю на мастер-класс, онлайн-мастер-класс, который пройдет 29-30 мая, пятница, суббота. Можно выбрать время, потому что я делаю 2 мастер-класса специально из-за того, что у нас разные часовые пояса. Выбирайте время, приходите, будем учиться чему-то очень живому и реальному. И если у вас не получится прийти в этот день, то вы сможете посмотреть мастер-класс в записи. Спасибо, что вы смотрели это видео, что были со мной. Спасибо большое тем, кто ставит лайки под моими видео, пишет комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Мне очень приятно для вас работать. И обязательно напишите в комментариях, если вы досмотрели это видео до конца, вот до этого самого момента. Обязательно напишите. Я знаю, что это достаточно трудно было. Мне кажется, что скоро будет дождь. Я думаю, пора. Все, скажите пока мне, уточкам, птичкам, черепашкам. И до скорой встречи. Пока-пока.